Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн 5 минут с искусством. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова, и моя собеседница, редактор глянцевого издания Мария Авилова. Всем привет! Как говорил Джордано Бруно, искусство восполняет недостатки природы. А что касается интерьеров, то, например, недавно американские казино стали использовать искусство для привлечения посетителей. Это такой новый общемировой тренд. Экспозиция предполагает проецирование на стены, пол и потолок цифровые работы известных художников. Называется она «Ван Гог и не только». Ну, искусство в общественных интерьерах явление для нас, мне кажется, достаточно привычное. Вопрос его качества, конечно. А вот в жилых пространствах настоящее искусство, мне кажется, встретить можно не так часто. С чем это связано и как правильно выстроить отношения между искусством и собственным жильем? На самом деле отношения между интерьером и искусством могут строиться по нескольким вариантам. Так. Первый, когда стены используются в качестве холста. Тем самым размывается грань между интерьером и искусством. Это называется декоративная роспись. Самый распространенный вид такого вида работ. Сюжетом может быть все что угодно. Это может быть сюжет, это могут быть различные флористические мотивы, это могут быть архитектурные элементы и даже имитация различных поверхностей: камня, ткани, чего угодно на самом деле. Выполняется это, как правило, кисточками с использованием акриловых, чаще всего, красок. Хотя краски тоже могут быть на самом деле любые. Помимо декоративной росписи в интерьере на стенах мы также можем встретить фреску, мозаику из графита. Фреска – это очень древний способ украшения интерьеров и самый сложный, потому что производится роспись минеральными красками по сырой штукатурке. Нужно работать быстро, пока краска не высохла, и исправить уже ничего нельзя. То есть такой вид росписи требует от художника очень высокого мастерства. Мозаика – это картина, она может быть на стене, на полу, где угодно на самом деле тоже, которая складывается из кусочков камня, стекла или какого-либо другого материала. Из графита, как правило, предполагает нанесение 2 слоев краски. Верхний слой, как правило, светлый, он высыхает, и потом специальными приспособлениями процарапывается рисунок. Но чаще всего в интерьерах мы встречаем как раз живопись. С чем это связано? Объяснить? Я думаю, что это можно объяснить на самом деле самым древним происхождением изображений. Издавна в наших домах присутствовали иконы. Сначала как культовый объект, которому молились, поклонялись, их украшали, делали различного рода художественные оклады, вставляли туда камни, инкрустировали камнями. Постепенно икона стала таким украшением, не просто культовым предметом, а украшением. Гобелены, шпалеры, картины тоже достаточно давно используются в интерьерах. Я знаю, что гобелены... Да, когда-то гобелены использовали для утепления помещения, чтобы не так было холодно, равно как и ковры, в общем. Это не в искусстве. Да. Но, конечно, любая техника, любой предмет искусства, любой вид искусства в развитии совершенствуется и становится все более и более сложным, все более и более значимым. А потом были фотографии. Да, фотография самый новый, относительно новый, конечно, вид искусства, который мы можем разместить в своих интерьерах. И речь не о фотографиях нас с вами, семейных, а именно речь о фотографиях как фотокартинах, которые фиксируют элементы внешней жизни. Принцип размещения абсолютно такой же, как и с картинами. Значит, второй способ взаимодействия – это искусство интерьера. Это когда мы формируем интерьер под определенную коллекцию. На самом деле это встречается не часто, на моем веку этого не было, кроме моего собственного дома. И в этом случае многие дизайнеры идут по пути создания интерьера как такого современного музея, то есть нейтральные стены, чтобы работы выглядели на них выигрышно, специальное освещение, места крепления, все это должно быть продумано. Если же у нас нет коллекции, но есть конкретная работа, которую мы хотим включить или которую мы хотим купить,
то все-таки тоже лучше отталкиваться от этой работы. И тогда интерьер будет строиться как ее продолжение, либо как ее контраст, либо как нейтральный фон для нее, опять же. Если же заказчик, человек, который создает интерьер и хочет включить в него искусство, но у него нет ничего, и он не знает, чего он хочет, то в этом случае, конечно же, многие рекомендуют опять делать нейтральное, чтобы любой предмет искусства в него вписался. Хотя мне кажется, что искусство, которое выбирает человек, интерьер, который он для себя создает, и сам человек, это проявление одного и того же, и там не может быть особого диссонанса. Ну, условно говоря, если вам понравилось, у вас установилась эмоциональная связь с какой-то работой, и вы хотите ее купить, то не нужно долго думать, как она впишется в ваш интерьер. Если вам с ней хорошо, значит она точно впишется, она ваша, 100%. Ну хорошо, и что касается скульптуры и арт-объектов? Да, скульптура и арт-объект — это вообще, мне кажется, по крайней мере в российских интерьерах явление еще менее распространенное, чем картины. Плюс, на самом деле, с современной скульптурой у нас в стране дела, ну не то что прям совсем плохи, ну не состоят, неважно. Те скульптуры, скульптурные фигуры, арт-объекты, которые можно приобрести у западных художников, стоят очень больших денег, конечно. Ну и плюс нужно понимать, что скульптура бывает тоже разных видов. Это могут быть статуи, могут быть барельефы, бюсты, барельефы, горельефы или какие-то статуэтки, которые сами по себе в большом количестве могут составлять определенную коллекцию. И тогда нужно думать, где, если у вас есть, ну не знаю, собираете вы оловянных солдатиков, условно говоря, да, нужно подумать, что именно мелкие вот эти фигурки, им нужно специальное место и освещение, чтобы они не затерялись на общем фоне. Не запылились. И в декоре. Ну да, многие всегда думают о пыли. И, конечно же, лучше обращаться к специалистам, если у вас есть какие-то эти предметы скульптурные, либо вы хотите их приобрести, чтобы вам правильно, грамотно, красиво составили то, что называется виньетка из разных предметов. Чтобы это было не просто вы поставили, и она стоит пылиться, а чтобы это действительно производило какое-то впечатление на ваших гостей и радовало вас. Согласна. Хотите иметь неординарный дизайнерский интерьер? Наполните пространство настоящими предметами искусства. И в этом вам помогут профессионалы. На этом наша пятиминутка окончена. Помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Всем пока! С вами были Наталья Ливанова и Мария Вилова. До встречи на канале. Они решили располагать на стенах и проецировать. Так, сосредоточься, все нормально. Давай, 5 минут нам нужно записать. Всем пока! С вами были